Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович. Живая торговля по сигналам системы Cluster Trader, но на этот раз торговать я буду намного меньше, потому что будут торговать роботы. Ну, я надеюсь, что они будут торговать, если будут сигналы, да, в первую очередь. И вот одна из сделок, которая у меня открыта, это сделка по золоту. Давайте на графике на нее посмотрим. Это сделка по сигналу ротации бара. Робот продал в районе 1902 за тройскую. Take Profit позиции 1 вот на этой большой нисходящей свече. И у меня остается еще одна часть. То есть робот торгует двумя позициями. Соответственно, если Take Profit позиция 1 сработал, то стоп-лосс второй позиции начинает двигаться, да, по определенным параметрам волатильности. То есть находится на определенном расстоянии от цены. Да, и вот сейчас мы видим, что он находится на расстоянии 8 пунктов, да, с копейками, и цена пришла к точке входа, да, к точке открытия. Это золото. Давайте в сторону. Вот у меня есть пустой график, где как раз этот робот установлен. Мы чуть позже посмотрим на его настройки. Давайте посмотрим на нефть. WTI. 41 ровно ключевая зона. Чуть ранее у меня был buy сигнал. Сигнал на покупку вот здесь. Классический сигнал из моей системы Scalping Trader. Да, это еще одна система, по которой я торгую. Пробой уровня, тренд-фильтр зеленый, сигнал на покупку buy. Мы видим аналогичный сигнал здесь, чуть выше, синий прямоугольник. Но где этот сигнал? Прямо под уровнем сопротивления. То есть, если я здесь покупаю, это агрессивная сделка. Да. Если я консервативно торгую этот сигнал, то мне необходимо дождаться пробоя уровня и сигнала над, да, вот этой зоны сопротивления. Посмотрим, что здесь будет. Все так в сторону пока. Двойное дно по NASDAQ. У меня открыл робот Sell по NASDAQ только что. Да. Давайте посмотрим, понаблюдаем, что будет происходить. То есть робот открыл прямо на минимуме, да, и кажется, что зачем он это сделал. Но не будем ему мешать. Это одна из задач, которую мы ставим перед роботом, да, чтобы он брал все сигналы, и чтобы наше мнение не участвовала, да, именно в момент входа в рынок, а там мы можем управлять позицией уже, да, например, снять один контракт, если сделка агрессивная по NASDAQ, закрыть одну позицию, либо вот как здесь, я вижу уровень поддержки, определенно я здесь возьму деньги, если рынок будет падать, я не буду ждать take profit здесь, да, потому что я торгую вокруг ключевых уровней. Понятно, да? Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Я только что взял первый скальп по NASDAQ. Если вы помните, мы с вами видели вход робота в районе 11,975. Мои тейки были за вот этими зонами поддержки. Это очень далеко. Почему? Потому что впереди структура, от которой мы реагировали. Раз, два, три. Посмотрите на нее. И сейчас рынок пришел ее тестировать, поэтому первый скальп здесь. Это примерно 28 тиков. Посмотрите, где мой второй ордер. 11,985. То есть у меня сокращаются риски. И уже я рискую 12, да, чтобы сделать 80. Да, мой тейк в районе SS поддержка. Смотрим налево. Ключевые предыдущие уровни. То есть, если сейчас рынок отобьется и даже попытается вынести мой стоп, я все равно сделаю деньги, пусть небольшие. Если рынок продолжит движение и придет сюда, это будет очень солидный take profit. Да? Вот и все. То есть, моя задача как трейдера, да, это смотреть на то, где находится цена по отношению к уровням. То есть, если цена на уровне поддержки, а мой тейк дальше, я беру и закрываю профит. Да. Может ли рынок пойти вниз? Абсолютно. Для этого есть вторая позиция, которая будет преследовать, точнее стоп второй позиции будет двигаться за ценой. Риски будут сокращаться, а прибыль будет расти.
Вот и все. Мы видим, падает NASDAQ. Мы сейчас откроем робота по NASDAQ. Я покажу. Но этот робот универсальный, он работает на любых инструментах. В таймфреймах только нужно, да, следуя правилам, подбирать параметры. Особенно временной параметр имеет значение. Вот сейчас посмотрите, мы тестируем уровень. Закрывать всю прибыль здесь тоже можно, потому что цена поддержки. Я могу взять и все ордера здесь закрыть. Но даст ли это мне какой-то большой профит? Нет. Но если я закрою, рынок повалится, я лишаюсь возможности сделать очень солидный тейк. Ну, то есть очень такие солидные деньги. Вот и все. Закрывая первую часть, да, пусть с не очень большим тейком, ты, как я говорю, платишь своей жадности, да, своему страху, да, определенную дань. Да? То есть ты закрыл, сделал деньги и все, успокойся. Поэтому это одна из причин, почему я последние несколько, уже, ну, наверное, 1,5 года где-то, да, может быть, год не буду придумывать, точно не помню, я использую 2 контракта. Да, раньше я торговал 1 контрактом, сейчас 2. Да. Ну и, конечно, второй контракт, второй ордер позволяет мне капитализироваться в значительной мере. Да, если рынки двигаются, я могу вообще убрать вот этот take profit. И если рынки будут падать, мой трейлинг стоп второй позиции будет преследовать до тех пор, пока вдруг не произойдет резкий разворот. Да. Но я предпочитаю ставить take profit. Да. Потому что редко трейлинг стоп превосходит по прибыли фиксированный take profit. Понятно, да? Потому что видите, где цена здесь и где мой трейлинг, видите, расстояние 40 пунктов между ними. Да? И оно будет сохраняться плюс-минус все время, пока цена снижается. Да? А фиксированный тейк, цена тикает уровень, например, отбивается, и если ты используешь трейлинг стоп, но ты где-то, допустим, вот здесь выйдешь, если отсюда, от поддержки цена отобьется. Да? Но если фиксирован, ты возьмешь потенциальный максимум, если уровень устоит. То же самое, как здесь. Сейчас я вышел частью позиции первой. И мне уже не о чем беспокоиться. Но еще раз говорю, вот закрываться в такой ситуации, когда я, ну, можно сказать, на прибыльной стороне, да, в любом случае, нет никакого смысла. Да. Давайте я найду этот робот. Кстати, мы скоро с вами, сейчас 18 часов 15 минут по Москве, мы с вами... Сейчас, секунду. Сейчас. Сейчас, трейдер, один момент. У меня это настройки для роботов. Сейчас я вспомню, со скольки мне нужно начать торговать. NASDAQ. Вот NASDAQ. А я начну торговать по другим еще сигналам параллельно. Хотя уже поздновато, 16 часов. Через 45 минут можем начать торговать. Можем включить робот TC BUY, TC SELL, который стрелки торгует мои. Да, ну мы вернемся. Я извиняюсь за такое немножко непонятное отвлечение. Чуть позже давайте об этом. Я не буду вас отвлекать. Но здесь, видите, скрины вот эти. Это настройки моих роботов. Для каждого инструмента и таймфрейма. Здесь пока только на минутки, потом еще добавятся 5 минутки. Да, можно использовать на часах, 4 часах, любых таймфреймах, нет ограничений. Но если ты торгуешь на минутки и 5 минутки, то нужно уточнять время. То есть нужно проверять для отрезка времени. Да, конкретного, чтобы определить лучший перформанс и чтобы был баланс между просадкой и профитом. Да. Мне не нужен вот такой слоновый профит при вот такой слоновой просадке. Это неинтересно. Да, мне нужен нормальный профит при нормальной просадке. Точнее, нормальный профит при небольшой просадке. То есть вот это есть для меня баланс. Поэтому попозже мы вот к этим настройкам вернемся с вами. Нефть тоже пытается брыкаться.
не так быстро график движется. Нас, конечно, сейчас интересует NASDAQ, да, потому что у него есть шанс провалиться. Мы можем с вами сделать профиты еще. Да. Кстати, я сейчас вам покажу NASDAQ робота по ротации бара. Вот он как раз здесь активен. Что он торгует? Он торгует две позиции. Позиция 1, позиция 2 включены. Стоп-лосс для позиции 1, позиции 2 3 ATR. Take Profit 5 ATR. И Take Profit для второй позиции 0. То есть он не ставит по умолчанию, но я смотрю, где уровни ближайшие, туда ставлю. Да. Риск в процентах 0,4 на сделку, итого 0,8. И вот здесь сам критерий для входа в рынок. Первое, робот спрашивает, робот смотрит на первый слой, пробой уровня. То есть какая у нас последовательность принятия решений. То есть он сначала ищет пробой уровня. Какого? С какого таймфрейма? С М5. Здесь стоит М5. Это первое условие. И затем он ждет определенное количество свечей до формирования ротации бара. Ротация бара есть чередование свечей с черных на белых, с белых на черные, либо в другой цветовой гамме, не так важно. Да. И здесь начинаются у нас параметры трейлинг стоп-лосса. То есть после того, как произошел сигнал ротация бара, здесь есть такой вопрос. Двигать стоп-лосс позиции 2, если сработал take profit позиции 1? Да. По каким параметрам двигать? 13 ATR 3236. Угу. Зафиксировали этот момент. Дальше здесь фильтр тренда идет. Время, когда торгует робот. Робот закончит торговать через 45 минут. И есть еще такой момент. Максимальное время в сделке. Сколько минут мои позиции могут быть открытыми. Здесь 90 минут. То есть через 90 минут все сделки закроются. И это не просто так я ставлю это значение, это значение, потому что согласно тестам это было оптимальное время. Но можно попробовать поэкспериментировать с этим. Вот это робот, который торгует ротацию пары, вот его основной функционал. Очень просто, ничего лишнего. И вот мы сейчас с вами наблюдаем, как цена потихонечку подходит к нашему тейку. И еще раз, да, я специально робот бросаю на чистый график, чтобы мы видели все вот эти моменты. Да, и мы видим здесь структуру. Посмотрите, отсюда какой был выстрел наверх. Да? Поддержка, поддержка. То есть, если рынок будет падать, где ближайшая зона следующая, где он может остановиться? Вот здесь мы видим предыдущую мощную зону, структуру. Отсюда вывод, да, что я здесь ставлю тейк. И видите, мой трейлинг уже куда прыгнул? По второй части. Да, начинает движение дальше. Чик-чик-чик-чик-чик. Возвращаемся к золоту. По золоту что у нас произошло? Мы вышли с микролоссом по второй оставшейся части позиции. Если помните, давайте вернемся сюда, это очень важно. Смотрите. Был первый шорт по роботу здесь. Робот продал, взял первый тейк около 30 пунктов. Да, даже вру, 26 пунктов. Да, вот здесь первый тейк. Затем начал двигать вторую часть позиции по волатильности. И вот здесь мы вышли. Получил лосс 9 пунктов. Затем робот увидел pullback sell. Продал здесь. Поставил стоп 30 пунктов здесь. Рынок ушел, пошел против на 20 и сейчас возвращается. Напоминаю, вот это денежная зона. Я здесь возьму деньги, если рынок придет. У нас стоит алерт на этой поддержке. Поэтому будем возвращаться, я вас буду информировать. И потом подведем небольшой итог нашей торговли. Нефть пока аутсайдер, ничего не вижу для открытия. Единственный сигнал у меня профитный был здесь сегодня. Я купил, да, говорил уже, нефть здесь. Первый тейк 30. Хотя мой тейк профит был чуть выше вот здесь. Но я взял на уровне, на структуре. Еще раз, нет такого, правильно ты делаешь или неправильно. Вопрос, как ты делаешь и что ты делаешь постоянно. Действую ли я, принимаю ли я свои решения возле уровня, да или нет. Да, абсолютно. Соответственно, если я здесь купил после пробоя уровня и возле уровня, да,
то здесь я беру деньги. Плюс-минус, чуть выше, чуть ниже, не принципиально. А что если мой тейк здесь? Я беру деньги здесь для первой части, а для второй не обязательно. Почему? Потому что по второй риски и так сокращаются, и к моменту взятия первого тейка стоп-лосс второй будет уже около нуля, плюс-минус. Я уже ничего не теряю. И дальше, если движение продолжается, бум, моментум, да, я поймаю этот профит. Нет, ну хорошо. То есть вот основной принцип, основная методология, именно связанная с менеджментом, с управлением позиции, она очень простая. Входи возле уровня, выходи возле уровня и оставляй какую-то часть позиции на случай, если будет усиление в твою сторону. Да, потому что если я здесь вышел всем объемом, я не имею возможности капитализироваться дальше. У нас алерт по золоту. Беру скальп по золоту. Мы на поддержке. Я не жду тейка. Ой, сейчас дойду до тейка. Сейчас дойду до тейка. Я беру деньги здесь. Да, без всяких вопросов. Да, еще один профит. Мы подходим к профиту по второй части позиции, по NASDAQ. И все это, да, самая прелесть в том, что все это автоматически происходит, без моего участия. Именно вход в рынок. Кстати, мы тестируем наш ордер. Нет. Я не люблю такие вещи. Я выхожу. Я закрываю NASDAQ полностью. Да. У меня были такие ситуации, когда рынок тикал мой фиксированный тейк и разворачивался. И я не хочу экономить, точнее, крысничать какие-то 5-6 пунктов. Нет. И теперь мы ждем коррекции по NASDAQ к нашему уровню сопротивления вот сюда. Смотрите, где мой трейлинг стоп по второй части позиции по золоту. Смотрите, где. Видите? Все очень быстро происходит. И это колоссальное просто преимущество. Да, для меня, как для интрадейщика. Робот двигает, робот входит в позицию. Я управляю в зависимости от того, что я вижу. Я могу не трогать. Вот сейчас, например, если бы я не тронул NASDAQ, если бы я не тронул золото, возможно, мы бы везде сделали полные профиты, да? Да или нет, да, абсолютно. Да. Но я сожалею об этом, нет. Потому что я знаю, что рынки реагируют на ключевые уровни поддержки сопротивления. Сейчас не среагировали, потом среагируют. Но еще раз, я не к тому, что так правильно или нет, так делаю я. Да. Вот и все. И это не сильно влияет на итоговый результат. Потому что я, как правило, мои тейки возле уровней, иногда они чуть ниже, чуть выше. Да, это зависит еще от волатильности и от других факторов. И посмотрите, что творит мой трейлинг стоп. Посмотрите, я уже залокирован в 20 пунктах профита. Да? Хотя здесь мы входили, и нам пришлось какое-то время подождать. Сейчас я вам покажу этот робот. Мы здесь достигли тейка. Так, алерт по W поставлен на случай пробоя. И мы возле SS, это поддержка, ключевая зона. Да. Если мы отобьемся, класс. Да, вот сейчас мы тикнули ордер, и какой был бы кайф, да. Вот здесь продал робот. Да, вы как раз это видите, вот он определил сам сигнал, PB Sell. Нажимает сам sell, да, и сам трейлит позицию. Давайте пару слов про настройки. Здесь что у нас такого, да, самого важного? Это исходные параметры настройки этого сигнала. Да, вот здесь мы видим, они являются ключевыми. Мы видим трейлинг стоп очень агрессивный, то есть всего лишь 1,5 ETR от цены находится, поэтому так быстро происходит трейлинг стоп. Мы видим, что стоп 30, тейк 40, да, 300, 400 и расширенный тейк 2000, но это на случай сильного какого-то тренда, волатильности и так далее. Посмотрите сюда, самое главное, время торговое, с каких до каких торгует робот. Вот по роботу золото, это была последняя, скорее всего, сделка, потому что до 15:30 торгует. Это терминальное мое время, по Москве 6:30. Вот сейчас через 3 минуты все, робот прекратит торговать. Он продолжит сопровождать эту позицию, но не будет открывать новых сделок после указанного времени. И вот здесь еще параметр. Максимальное время сделки минуты 30 минут. То есть если сейчас я в позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Через 6 минут робот закроет автоматически сделку. Я могу увеличить сейчас это число, видя, что происходит, что, может быть, мы получим большой момент.
То есть в любом случае через 6 минут сделка закроется. Неважно с каким результатом. Наша сделка закрылась. Напоминаю, 30 минут, да, максимальное время в сделке. Да, ну, наша сделка закрылась по трейлингу вот здесь. Давайте быстренько сделаем подсчеты. Первый sell был здесь по ротации бара. Этот робот торгует ускоренную версию ротации. Плюс 26. И здесь был где-то 6 тиков лосс. Да, итого плюс 20. Затем был sell. Плюс, ну давайте поставим 25. Да, итого мы имеем 45. И здесь же закрылись мы 45, 60. Да, 600 пунктов на вот этом коротком отрезке взял робот. Теперь идем к NASDAQ. NASDAQ продал, робот по NASDAQ продал прямо вот здесь. Да. Первый скальп я взял 20 пунктов. Да, итого 60 плюс 20, 80. И потом мы с вами в прямом эфире вышли вот здесь. Ну, давайте округлим до 60 пунктов. Учтем комиссии. Да, итого у нас 140 пунктов, 1400 пунктов профита за вот этот вот отрезок. И это без моего участия в плане входа в рынок. Да, с моим участием в плане управления позицией, но без моего участия в плане идентификации места, когда нужно открывать сделку и правил. В общем, сегодня два робота, да, которые основной профит принесли, это ротация бара и PB Buy, PB Sell. То есть роботы, которые работают хорошо в моментумах, в скоростных рынках, да, которые хорошо работают на коррекциях. Да, это вот сегодня их заслуга. Да. Но будут дни, которые в консолидации, да, или которые в таком очень плавном тренде с глубокими коррекциями, вот тогда стрелочные будут хорошо работать. Да. То есть для каждого рынка свой, скажем так, робот, для каждого состояния рынка. Да. Конечно, нас интересуют роботы скоростные, но мы не должны, точнее, роботы, которые торгуют сигналы в трендах. Да, но мы не должны забывать, что рынки проводят в тренде, ну, процентов 30-40 времени, а что остальное время? Да? Флэт, консолидация, неопределенность, и мы, конечно, хотим торговать и флэты тоже, да, иначе мы теряем какую-то часть, да, рынка. Поэтому есть робот TC Buy, TC Sell, который вот эти стрелки торгует, да, по тренду. То есть все, что он делает, он берет тренд-фильтр и смотрит, есть ли стрелка по этому тренд-фильтру, и входит в позицию. Там еще есть какие-то условия, да, я не буду сейчас все сбивать голову, да, скажем так вам. Ну, по ходу все буду рассказывать. Также работают автопаттерны, да, это одни из самых лучших сигналов для контртрендовой торговли. И сейчас есть buy сигнал напротив тренда, да, пока я не лезу против тренда, сейчас наши роботы фокусируются на трендовой торговле, да, исключительно. Возможно, потом, да, со временем мы поймем, что, можно еще и контртренд брать. Потому что мы работаем во флетах, в трендах, в скоростных таких прям суперсильных трендах. Да, и получается у нас остается брешь такая небольшая, да, это контртренд. Вот как раз паттерны могут нам помочь в этом. Да. У нас есть конкретный даже план создания робота против тренда. Но почему сейчас он не так в приоритете? Ну, чок против тренда, да, торопиться, мы и так успеем на контртрендовую торговлю. Но вот, например, сейчас я вижу глазами своими, что это один из самых сильных сигналов, да, на buy. Но, например, торгуя против тренда, большой тейк не поставишь, потому что рынки обычно так незначительно восстанавливаются, потом бам, да, продолжают тренд. Поэтому это не вне фокуса пока, да, вне нашего внимания, и мы не тратим свое время на это. Зато посмотрите, сколько сигналов таких, да, вот сейчас, например, PB Sell робот их не принимает, потому что у него стоит фильтр, да, не принимать против тренда, тренд бычий, против тренда сигнал. То есть только с трендом при условиях, которые мы еще туда заложили. То есть много характеристик должны сойтись, чтобы торговать.
Кто-то из наших трейдеров говорил, да ну, я поставлю робот на час, да, на часовой графике. Буду там раз в день, 2 раза в день просто проверять его. И все. Да. Но если ты скальпер, интрадейщик, надо смотреть. Да. Если ты не хочешь смотреть, то надо ставить на старший таймфрейм. Часовик, 4-часовой график. И чтобы он... Что-то я развалился. Чтобы он там работал, и тогда да. Понятно, да? Это не означает, что я вообще не буду открывать сам сделки. Я открываю сам сделки. Но надеюсь, что удастся сделать так, чтобы все, что я могу сам открывать, открыл робот. Да, а я только управлял позицией при необходимости. И в первую очередь управлял позицией с точки зрения уровней. То есть вот это прям как, я не знаю, как основа основ, да? То есть принятие решений возле ключевых уровней. Смотрите, как после двойного дна, причем где наш робот увидел. Это робот, имеется в виду, кто автопаттерны ищет, да, это к премиум уже версии. Смотрите, какое идеальное ровное дно. Потом, или там слабое дно, разворотное дно, неважно. Чем более аккуратный наш треугольник, потому что все паттерны имеют треугольную форму, да, наши. У нас 8 автопаттернов, да, это двойное дно, двойная вершина, слабое дно, слабая вершина, сложное слабое дно, сложная слабая вершина, разворотное дно, разворотная вершина. Ну, то есть 4 вниз и 4 наверх. Да, и вот чем ровнее, тем сильнее. Да? Но очень важно, когда ты видишь паттерн, ты обязательно будешь видеть стрелочки на левой стороне этого паттерна. Да? Если уровень, вот здесь к моменту появления паттерна был уровень. То есть это очень-очень мощный сигнал. Вот здесь, например, стрелочный дно под уровнем. То есть мы прежде сформировать паттерн отбились от уровня. Предыдущая зона пробили, вернулись. Это мои уровни, да, которые строятся на основе диапазона. Пробили, вернулись. То есть все вокруг уровней. Да, у меня две категории основных уровней. Это уровни, построенные с M5, вот эти прямоугольники, и уровни, построенные на основе диапазона сегодняшнего дня, ну, текущего дня. Да, и вот здесь вы видите вот этот диапазон. Да, вот они. R, S, 1, 2, 3. Да, пошли наверх и вниз. То есть вокруг них я принимаю все решения. Плюс еще не помешают максимумы, минимумы предыдущего дня. Да, и close, закрытие предыдущего дня. Я не скажу, что это прям супер важно, но тоже очень-очень полезные зоны для принятия решений. И вот, например, сейчас, да, мы видим рынок после сигнала, да, выстрелил на 15 тиков. Да? И это хороший шанс взять первый скальп, когда ты торгуешь против тренда. То есть против тренда не нужно ставить первые тейки очень далеко. Ты берешь скальп, и дальше, если идет, вот твоя зона сопротивления, здесь ты берешь основные деньги. То есть против тренда не надо раскатывать губу, что там сейчас пойдет, развернется цена. Да, она развернется, но она редко разворачивается в вот таком моменте. Это редкие случаи. Обычно она разворачивается, но долго, мучительно. А если ты интрадейщик, ну тебе надо в течение там, ну, максимум, не знаю, там 15-20 минут получить первые деньги какие-то со сделок. А если нет, ну нафиг тогда ты сидишь. Поэтому все мои быстрые профиты, они обычно занимают, ну, вот столько времени. Да, ну, до 20 минут обычно. Да, бывают редкие случаи, но обычно до 20 минут. Вот здесь это за 3-4 минуты случилось. Здесь мы ждали 15 минут. Да, там, может быть, 17 минут. Вот, NASDAQ мы ждали... Сколько NASDAQ мы ждали? Здесь был sell. Прям вот здесь, кстати, тоже двойное дно, да, казалось бы, ровное. По-моему, уровень потом появился. Я сейчас не помню, но отмотайте, посмотрите, или кто в начале смотрел видео. Вот, здесь был sell сигнал, и посмотрите, мы тоже вот как раз, да, минут 15, даже вру, 15 минут. Вот у нас уровень, я здесь взял скальп. Мы где-то шли до этой зоны, но... 10, да, вроде 10. 5-10 минут, да? 5-10 минут. То есть это лучшие сделки, от которых ты уже видишь толк через 10 минут, 15. У меня был сигнал, я пропустил вот здесь еще на покупку. Это не по роботу, это вот здесь на бай, но не успел. Хорошо мы прошлись, 30 с копейками пунктов. И затем был разворот уже. Здесь я не участвовал.
в трейде. Так, ну что, мы подождем еще с вами минут 10-15, закончим. Кто участник нашего сообщества класс, кто нет, смотрите, следите за видео на канале. Обязательно посещайте страницу Algotrade, я там буду постепенно делиться информацией, статистикой, данными. Вот мы сейчас уже собрали данные за 2 года. Хотя это нет в этом нужды, но мне было интересно посмотреть, как в зависимости от разных состояний рынка, да, ведут себя сигналы. Вот, смотрели за последние месяцы, полгода, то есть более свежую дату. И я это буду все периодически выкладывать, либо здесь, да, на канале, либо на сайте. Вот эти дни, даже не дни, недели не было на канале видео. Ну, правда, мы все были заняты программированием. Вот что сейчас вы видите, это кажется, ну все же просто. Ну, это просто выглядит, потому что вы просто видите робота, который вот здесь где-нибудь там в углу, да, какие-то настройки, он просто открывает сделки, но за этим стоит огромная работа и очень много часов на отладку, поиск, подбор параметров, да, именно параметров, чтобы это работало для робота. Подключайтесь к нашему профессиональному сообществу по ссылке к этому видео. И до новых встреч. Пока.